Не было печали, купила баба орхидею. Этими словами 8 месяцев назад начался цикл видео о ринхостилисе Гигантея Оранж, который я купила в очень плохом состоянии в середине февраля 2022 года. Это 4-й по счету ролик в данном цикле видео. Ссылки на 3 предыдущие видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. И привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня вы станете очевидцами 8-месячной истории восстановления орхидеи. Но давайте начнем разговор, как всегда, подробно и обо всем по порядку. В середине февраля этого года в моей коллекции появилась новая орхидея. Это ринхостилис Гигантея Оранж, орхидея трибы вандовых. К слову сказать, это последняя орхидея, которую я покупала. После нее ни одна другая орхидея в мою коллекцию приобретена не была. Сказать, что орхидея была в плохом состоянии, ничего не сказать. Уже на первый взгляд было видно, что орхидея крайне больна, и процесс восстановления займет не 1 месяц. Желтеющие нижние листья и ствол орхидеи, потеря тургора листьев и корневой системы, бактериальные грибковые поражения и заражения нематодами. Вот тот обширный список проблем, с которыми мне довелось столкнуться. Зачем приобретать столь больное растение, если всем известно, что такому растению потребуется очень длительный карантин, дабы не заразить все остальные орхидеи дома? На этот вопрос я до сих пор сама не нашла ответа. Знаю одно: в руках неумелого, неопытного любителя орхидей оставлять это растение было смерти подобно. Ведь, продавая эту орхидею, предыдущая владелица призналась, что кроме роз никогда ничего не выращивала. А тут черт попутал, купила орхидею. Купила, а какие условия следует создать орхидеи и какой уход обеспечить, прежняя владелица узнать не удосужилась, совершила много ошибок и практически погубила орхидею. Дорогие новички, прежде чем купить в свою коллекцию орхидею другого, неизвестного вам вида, пожалуйста, изучите информацию о нем, прежде чем совершить покупку. Пожалуйста, не доводите живые организмы, живые растения до такого состояния недостатком своих знаний. Ну а если волей судьбы или случая такое больное растение оказалось у вас дома, смотрите это видео до конца. В нем я расскажу о нескольких разных вариантах, которые я использовала последовательно в выхаживании этой орхидеи. Но прежде чем я начну рассказ о лечении этой орхидеи, я напомню вам, что все манипуляции с подобного рода растениями нужно производить строго в перчатках, лишний раз не касаясь это растение. Все средства ухода и содержание этой орхидеи для нее должны быть индивидуальными. Любое лечение в моем случае направлено на устранение причины возникновения заболевания, а не на ее следствие. И, конечно же, лечение всегда комплексное. То есть, если причин возникновения заболевания несколько, лечение направляем на каждую из них, плюс повышаем иммунитет орхидеи.
В прежних видео я вам рассказывала, что у этой орхидеи была налицо ярко выраженная паразитарная инвазия, то есть заражение круглыми червями или нематодами. Лечение листовых нематод я производила с помощью ванн с водой повышенной температуры. То есть я замачивала эту орхидею полностью вместе с листовой массой и корневой системой в теплой воде температурой 45 градусов Цельсия. При такой температуре гибнут не только взрослые особи, личинки, но и яйца нематод. Одновременно с этим лечением проводилось лечение листовой массы орхидеи. Листья этой орхидеи были повреждены различными видами насекомых-вредителей, а уже к этим повреждениям присоединилась вторичная грибковая инфекция. Это лечение я проводила инновационным и разработанным лично мною способом с помощью сока толстянки. Целью лечения орхидеи с помощью сока толстянки было предотвращение возможного развития патогенной микрофлоры по листовым пластинам орхидеи и, конечно же, укрепление иммунитета растения. Для такого лечения вам не потребуется ничего экстраординарного. Нужен всего лишь один лист красулы, толстянки или денежного дерева. Делим лист пополам и с помощью кисточки выдавливаем сок растения. Этим соком смазываем все зеленые части орхидеи. Тщательно промазываем все пазухи, все листовые пластины, все места поражения и, конечно же, центр розетки орхидеи. Как часто это следует делать, спрашиваете вы в комментариях. Так часто, насколько хватит вашего терпения и усердия. Это можно делать хоть каждый день. В процессе лечения необходимо помнить о благоприятных условиях, которые нужно создать для орхидеи, для того, чтобы это лечение пошло впрок. Такими условиями во время лечения являются стабильные, благоприятные температуры среднего диапазона от 20 до 26 градусов Цельсия, очень яркий, рассеянный, естественный свет и постоянный воздухообмен, то есть циркуляция воздуха вокруг орхидеи. Такое лечение уже за первые месяцы дало мне понять, что орхидея жива. Центральный лист отрос на несколько сантиметров. При этом никаких других подвижек в развитии орхидеи не было. Не было корневого роста, а листья продолжали терять тургор. В такие периоды нужно помнить, что отсутствие негативного результата уже является положительным результатом, и не терять надежды. Надо всегда помнить, что орхидею в такое состояние вводили очень долго, и выводить из этого состояния тоже предстоит долго. И если вы не готовы к каждодневной и многомесячной борьбе за жизнь орхидеи, лучше не приобретайте в свою коллекцию больные, изможденные и реанимационные растения. Я на своем пути встречала очень много больных растений, и я знала, что это очень длинный путь, зачастую не на 1 год. Но борьба за жизнь орхидеи того стоит. А еще я в очередной раз убедилась, что лишний раз вмешиваться в планы орхидеи не стоит. Не надо искать добра от добра. Вычистив ствол орхидеи от остатков прежних и отпавших листьев, я ввергла орхидею в очередной стресс, на несколько месяцев затормозив ее развитие. Едва появившийся новый корень от ствола орхидеи затормозил свой рост, как только я решила расчистить ему путь.
Сейчас, анализируя прежние события, я понимаю, что в тот момент орхидея явно решила распрощаться с жизнью. Тургор листьев был окончательно потерян, молодой лист прекратил свой рост, и орхидея ушла глубоко внутрь себя. Когда у человека останавливается сердце, для его возвращения к жизни используется дефибриллятор. Я тоже решила использовать шоковую терапию для возвращения орхидеи к жизни. Как говорят зрители в комментариях, шок – это по-нашему. И я утопила орхидею. В тот момент я была уверена на 100%, что терять уже нечего. И я утопила орхидею в настое божьей травы или божьего дерева. Проще говоря, в настое полыни лекарственной. И об этом тоже есть отдельное видео. Ссылку на него я также оставлю в комментариях под этим видео и в описании к нему. Для таких купаний и ванн вы можете использовать настои любых других лекарственных растений, не только полыни. Все рецепты таких настоев хранятся в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей». Главное требование к лекарственной траве для приготовления такого настоя – наличие у нее антибактериальных, противогрибковых и антипаразитарных свойств. Поскольку моя орхидея все эти месяцы содержалась с открытой корневой системой, такие купания я производила ежедневно. Орхидея полностью погружалась в лечебный настой, замачивалась в нем на полчаса и более, а затем вынималась, укладывалась на край горшка и просушивалась. Затем манипуляция повторялась. Шел 4-й месяц борьбы за жизнь орхидеи. Внимательно следите за состоянием растения. Смотрите, насколько утерян тургор листьев. Смотрите, какие они сморщенные и безжизненные. Отмечайте любые изменения в состоянии орхидеи. Лечение настоем полыни дало очень быстрый результат, и уже к началу 5-го месяца борьбы корень орхидеи начал свое развитие. С ростом нового корня тургор листьев стал заметно улучшаться. В конце прошлого видео, которое было посвящено 5 месяцам борьбы за жизнь орхидеи, растение предстало перед вами вот в таком виде, с отросшим молодым листом и новым корнем длиной примерно 5 сантиметров. В комментариях к тому видео было много добрых и теплых слов, посвященных моему терпению, а я написала, что радоваться рано. Ведь, перефразируя народную мудрость, можно смело сказать, что 1 корень – не корень, 2 корня – полкорня, и только 3 корня являются для орхидеи шансом к выживанию. Ну и, конечно, явным показателем жизнеспособности орхидеи является ее листовой рост, которого у орхидеи на конец 5-го месяца борьбы за выживание не было. Поэтому принимать какие-либо поздравления в комментариях, на мой взгляд, было очень преждевременно. Ведь впереди мне предстоял очень кропотливый и длительный процесс выращивания правильных корней у этой орхидеи. О том, как правильно сформировать виламен на корне орхидеи, я рассказываю в прошлом видео. Посмотрите его. Вот на этих кадрах я показывала вам процесс замещения суберина виламеном, процесс формирования действующего и работающего корня орхидеи. Обратите внимание, сейчас на ваших экранах процесс полива орхидеи с помощью настоя божьего дерева или полыни лекарственной.
Обратите внимание, у орхидеи по-прежнему индивидуальные средства ухода. Она поливается в обыкновенной пластиковой обрезанной бутылке из-под молока, после чего эта тара утилизируется. Напомню, полынь славится наличием в своем составе горечей. Горечи помогают бороться с паразитами всех мастей и видов. Я не знаю, какое свойство полыни возымело действие, но ровно к 6-месячной дате борьбы за выживание центр розетки ринхостилиса раскрылся. На первый взгляд там зияла черная дыра, и я подумала, что из такой черноты ничего живого появиться не может. Тем не менее, я продолжала ежедневно наблюдать за растением с 6-кратным увеличением, разглядывая эту черную дыру. И скоро стало очевидным, что из этой, казалось бы, прогнившей середины появился новый молодой листик. Полгода сражений, и вот такой результат. И если вы скажете, что я сумасшедшая, я, пожалуй, соглашусь. С тех пор прошло еще 2 месяца. Воспрянув к жизни, орхидея реально не знала, за что хвататься и что растить. Приоритет был отдан в пользу корневого роста, и вы посмотрите, как за эти 2 месяца вырос тот корень. Его длина превышает 10 сантиметров. Трудно не заметить, что от ствола орхидеи появился еще один новый корень. А возле цветоноса есть еще один бугорок. В скором времени из него наверняка появится 3-й корень. Кроме того, самый первый корень, который вырос у меня дома, начинает ветвиться. Посмотрите, пожалуйста, как пробуждаются меристемы на этом корне. В нескольких местах веломен на корне лопнул, и появилась новая апикальная или верхушечная часть новых отростков корней. Сам корень при этом продолжает свой рост. Способность орхидей к выживанию меня воистину и поражает, и восхищает. Вы помните, каким был тургор листьев этой орхидеи еще пару месяцев назад? И посмотрите, какими листья стали теперь. Следов от былых морщин не осталось. Листья стали просто железобетонными. Откуда орхидея черпала силы и ресурсы, пока корней у нее не было? Конечно же, из своих нижних листьев, которые являются для орхидеи резервуаром и запасом питательных веществ на случай непредвиденных обстоятельств. Именно поэтому я вам говорю и буду говорить, что каждый лист орхидеи нужно сохранять для того, чтобы она могла воспользоваться питательными веществами, которые в нем содержатся, если орхидее это потребуется. Конечно, следы былых поражений и повреждений на орхидее присутствуют, от них никуда не деться. Зато новые листья, а их у нас уже 2, растут красивыми, здоровыми и неповрежденными. Я периодически в профилактических целях провожу прежнее, назначенное 8 месяцев назад, лечение ринхостилиса толстянкой. Самым быстрым способом лечения соком толстянки является закапывание сока в центр розетки орхидеи, буквально несколько капель. От некоторых видов толстянки, а точнее ее сока, в центре розетки может оставаться налет.
Этот налет не смывается водой, но меня он совершенно не смущает, поэтому я его не оттираю. Напротив, этот налет имеет пролонгированное лекарственное действие и защищает орхидею. Спустя 8 месяцев борьбы за жизнь орхидеи можно смело сказать, что теперь пациент скорее жив, нежели мертв. Справиться со множественными недугами и проблемами этой орхидеи и вернуть растение к жизни мне помогло знание физиологии орхидей. Лечение в домашних условиях проводилось исключительно с использованием природных средств, без использования химии. Напоминаю вам, что используя химически синтезированные фунгициды и прочие препараты в домашних условиях, вы подрываете не только свое здоровье, но и здоровье своих близких. Используя фунгициды и инсектициды высокого класса риска, вы провоцируете развитие у себя ранней деменции и болезни Паркинсона, развитие опухолей и аутоиммунных заболеваний. Подумайте об этом и не подвергайте риску свою жизнь и жизнь своих близких. И если вы согласны с моей позицией по этому вопросу, напишите в комментариях всего одно слово «Согласна», и я пойму, сколько у меня единомышленников. Ну а пока вы пишете свое мнение в комментариях по этому вопросу, я напомню вам, что 22 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.